И снова здравствуйте, уважаемые зрители. Так случилось совершенно случайно, что мы испортили классный старый олдскульный грузовик. Зачем-то поставили сюда такие колеса, пересверлили, перепилили, черт знает что сделали, короче, подонки. Вот, и эти подонки сегодня собираются такой вот еще недоделанный, недопиленный грузовик все-таки потопить в болоте. Двух зайцев сразу убьем. Это первый заяц. Второй заяц стоит у нас на территории, называется ДТ-75Б. Мы его в прошлый раз неправильно утопили. Сегодня будем топить, как вы нам писали. Ехать надо ходом, не останавливаться. И чтобы утопить его не в начале болота, а посередине. Мы готовы. Вся экипировка с нами. Приятного просмотра. Дверь и форточка. Зачем-то снято, Димон? Ты зачем снял? Эвакуационные выходы. Я думал, ты просто облагородить думаешь, что трактор. Ну, это да, дверь пойдет на тот трактор. Все, заводим нашего зверя. Нормальные трактора не заводятся, заводятся только тюнинговые. Температура на улице плюс 10. Не сглазь про тюнинговый трактор. Ну давай тюнинговый заводи. Как тебе нравится заводить его? Чё? Педали сцепления, как-то его завел, я даже испугался. Травка зеленеет. Так, друзья, волнительный момент, как же себя поведет Зилок после доработок. Первый раз мы выезжаем на болото, ну, на наше болото, аккуратненько с ДТшечкой сравним. Не знаю, аккуратно ли, правда, это выйдет или нет. Ну, а дальше сделаем выводы и будем уже по-взрослому сравнивать с вездеходами. За много миллионов, триллионов, сколько они сейчас стоят, наш Зилок за 3 копейки, я думаю, что даст бой всем. Как известно, стоимость — это не всегда гарантия качества и удобства. И так везде. Например, классные наушники можно купить в 4 раза дешевле, чем понтовые Apple AirPods. CG Pods от тюменской компании Case Guru. Количество функций в разы больше, чем у яблок. Главное — это влагозащита. CG Pods можно мыть под краном и даже в душе от пыли, пота и после тренировки. Отличный звук и автономность. 20 часов. Заряжаются они в оригинальных кейсах. У CG Pods Lite самый маленький в мире кейс антистресс с магическим щелчком крышки, как у коробочки для кольца. Девушки в восторге. А кейс CG Pods 5.0 из авиационного алюминия выдерживает 220 кг. Мы проверяли. В модели Lite механические кнопки, а у 5.0 сенсорные для управления телефоном прямо с наушников. Доступно 11 команд. Продаются они в белом и черном цвете и благодаря конструкции отлично сидят в ушах. Продается CG Pods только онлайн. 3500 рублей честная прямая цена производителя, без конских наценок сетевых гигантов. Ссылка на официальный магазин производителя и код на скидку 200 рублей в описании под этим видео. Как тебе независимый эксперт? Огонь! Рулить как? Ну, рулишься хорошо, когда едешь, вообще прям, смотри. Нормально. О, я там ничего не срезал. Честно, стрёмно. Очень внимательно читали комментарии, как я не умею обращаться с ДТХой. Сейчас будем все исправлять, друзья. Все перечитал. Сейчас будем делать красиво. Зил у нас сегодня в лайт режиме. Не обессудьте все-таки. Ну, не хочется его сломать раньше времени. Он больше как вспомогательный. Где-то присмотреться, что по понижению, что по рулю. Хотя с этим и с другим уже, в общем-то, все понятно. Но от этого менее интересно не становится. Ставка сегодня на ДТХу. Трактор болотный. Я вооружен вашими комментариями, поэтому мне ничего не страшно. Все, началось.
бы прошел. По своей старой тактике бы уже сидел. Все нормально, болото сегодня возьмем, все возьмем. Ну, сейчас силка покажу вам, как он может или не может. Подкачку сделаем, подкачку сделать тут и вообще проще простого, просто соединить одну дырочку с другой дырочкой, то есть вообще не можно было даже к этой серии, но мы же бездельники. Вот эта тема! Блин, кайф. Это тебе не кувалдой херачить в ангаре сутками. Есть выехал и давай наяривай. Вариантов объехать нету, поэтому ЗИЛ едет по самому размешанному. Проваливается вот ощутимо, мне кажется, что меньше, чем ДТ. Хотя весят они плюс-минус. Капец, он едет! Капец, он едет! Мне кажется, он чекал на это болото, на авто. Погоди, мы знаем, что это не всегда работает. Так, специально для нас, для 10% подписчиков нашего канала. Продолжаем. Шутки на этом кончились. Сейчас мы идем по плавуну, так называемому. Мы его так называем. Короче, это, по нашим ощущениям, самое хреновое место на нашем болоте. Ну вот, да, уже все. И именно для этого Димон открутил двери, форточку. И я сейчас буду готов, если что, выпрыгивать с альтухой. Все, пацаны, по вашим комментариям, только за счет них и держусь. Колея уже серьезная. В камыши мы не поедем, камыши страшно. Воняет яйцами тухлыми, что капец. Тут вообще лучше не рулить, опасно. Камыши избегаем камыши. Короче, я вышел, чтобы дождаться ребят, такую херню обнаружил. Сказать, что нам повезло, это не сказать ничего. Трактор стоит здесь на мягком, сколько он еще здесь простоит, непонятно. Надо осмотреть, может быть, это не единственный палец на самом деле. Все, надо проехаться. Да, посередине просто поставить и будет нормально.
мелочь какая-то. Неожиданно для нас и для вас, благодаря вашим комментариям, мы оказались здесь уже за болотом, на каком-то нереальном торфе. Читал опять же ваши комментарии, главное не сесть на брюхо. Извините, пацаны, но буду придерживаться этой тактики. На волоске сегодня ходим, но пока все нормально. Никто не ожидал, вообще никто, абсолютно никто не ожидал, что мы доедем сегодня до вот этой торфяной ловушки. Шерпообразный лесник не смог, Володя по прямой не смог, Бека не смог, Сикач краешком смог, Пионер смог в лоб. У нас сейчас 7 тонн, это самая тяжелая техника, но опять-таки ваши советы делают вещи. Не заглохни! Не заглохни, не заглохни! Вот это уже интересно. Капец, пацаны! Я в шоке. Гусеницы не видно. Как он едет здесь? Надо дерево
Сегодня есть план, все будет. План был максимально эффектно обойти здесь, зайти и поперек перейти ту канаву. И он был успешным, я в это верил. Но мне помешало одно обстоятельство. Черт, а? Хорошо шел. Ну попробуй, дерни ее. Не, вот здесь ты посмотри, что тут. Дернулась? Да. У нас поступило, в принципе, довольно-таки трезвое предложение. Разобрать гусеницу, типа где-нибудь, ну вот где-то здесь. И лебедочкой, зилом, который отсюда доедет, естественно, без проблем, и там развернется в той узкости, потянуть его туда, соответственно, низом он может встать на место. Но мы как раз расшплинтуем там, и в принципе, да, мы низ прокатим туда, и где-нибудь накинем. Вот, и хорошо. Сегодня мнение ДТ не поменял. И о наших комментаторах. Ага. Вещи говорят дельные. ДТХ просто зверь. Пока гусеница не спадет. Что, уже на второй, что ли? Да. Если меня Игорь задавишь. Конечно, во время эвакуации экскаватора на ЛЭП у Сереги набор был поинтересней, но чем богатый, как говорится, на Гоблине. Сейчас доедем до болота, там нас ждет ЗИЛ, грузовик большой, вот с маленькой кабинкой, куда нам надо будет все это запихаться самим и доехать через все эти препятствия, не факт, что ЗИЛ преодолеет, до трактора. В очередной раз все заканчивается Гоблином. Тачка вот для эвакуации просто незаменима. Открытый кузов, кидаем грязные сапоги, лопаты, троса и вообще ни о чем не думаем. В этом ее прелести всех пикапов в принципе. Все говорят, пикапы не практично. На самом деле еще как практично для сельского жителя. Я считаю, что это просто незаменимая тачка. Поэтому, друзья, на дроме всегда можно присмотреть. Галочку пикап нажимаем, отфильтровываем и смотрим варианты подешевле, подороже. Мне, например, нравится L200 Hilux, очень прикольная машина. А мы на нашей прикольной машине все-таки сейчас пойдем спасать наших монстров. Загрузили шмурдяк. Да, у меня тут шмурдяка под ногами. Вон под ногами, да. Нормально. Все, карданы вылетели. Оба. Оба кардана. Оба вылетели. Жесть. Все, хватит. Говорили же, что у нас лайтовый выезд, и мы выявляем недоработки дела. Ну, как бы, тут скорее даже не недоработки, а недоделки. Было понятно, что надо... Да нет, это не доработка, это не так померили, надо было карданы лучше мерить. Нет, но смотри, вот на коротком плече, да, и у нас Да. отбойники. А теперь длинное плечо, и отбойников нет. Ты представь, насколько мост Да. теперь будет. А естественно, все это должно компенсироваться карданами. Поэтому у нас карданы в принципе должны выпадать, а у нас еще и отбойников нет. Что ты там, Илья, говорил про шлицы? Ой,
Попадай, попадай, я там тоже долго попадал. Так, что там я говорил про шлицы? Да попадай. Я тоже долго там ковырялся. Выставишь ровно. О, вообще нормально все. А говорили, бля. Все попало. Я тебя почти насадил. Не. Или не, или насадил. Все, теперь. Да, это из резинки. Пытаемся вставить кардан. Стой. Стоп. Стой. О, а этот трос держит. Пойдет. На изи едет, да? Вообще. Все на месте. Все на месте. Гусеницы на месте. Траки видно уже почти. Нашли палец без шплинта и пытаемся гусеницу разобрать. В очередной раз спасибо нашим партнерам компании Fintrail. В обычной одежде у нас бы настроение сейчас было уже совсем другое. Да. Илюхи хватило. Спонсор хорошего настроения на болоте — это вот компания Fintrail. Да, тепло, сухо и комфортно. Так. Утонул нахрен. Так. Все нормально. Нога. Это нога у того, у кого надо нога. Отлично. Все готово. Едем. Давай! Так. Ну чё? Стой! Стой! Гусеница под ним пошла вперед. А, Она вот чё. молочится. Да Видишь, и молочится пусть. гусеница. Ну, пусть. Погоди, стой! Так она заскакивает куда надо. Ары! Стой! Стой! Смотри-ка. Ну, По-моему, есть какой-то результат. да, результат. Надо Так она практически встанает. Надо откопать, тут не видно ни хрена. Надо вот сюда, вот в эту канавку всадить, и все будет идеально. Отвалился от крюка Кто? трос. В смысле отвалился от крюка? Трос есть, крюка нет. А, вот крюк. Охрененно, это надо домой. Так, друзья, 18:53. Что мы имеем? Гусеница, которая по-прежнему она в таком плачевном состоянии. Пытались подкопать, пока безуспешно, чтобы надеть на катки на заднюю звезду. Накинули траки на звезду, думали, может быть, за счет этого как-то придать импульсы гусенице. Но мотор-то не заводится. Чудесный штатный мотор с электростартером. Стартера моща не хватает. Был бы УЗЕД, что, сейчас бы уже дома чай пили. Друзья, новый день. Что мы делаем? Мы сооружаем экспедицию снова через болото, уже на вездеходе Пионер. Возможно, придется возвращаться, что-то, какой-то инструмент снова довозить. Пешком не находишься, поэтому, ну, и аккумуляторы везем. Балочки везем, будем подкладывать под трактор, пробовать его домкратить. Аккуратненько.
я не ожидал, что он это, сам ищет места поинтереснее. Ну, тут уже было. На камеру работает пионер. Все зададутся вопросом, почему мы на зелени ездили. Ну, потому что на нем тяжеловато ездить. Скажи, почему мы на зеле-то, почему мы на зеле-то не ездим? Не вдохнуть, не пернуть на нем. Он здоровый, не развернуться, ничего в него не положить. Потом мало ли еще одну ходку придется делать. Это опять все по новой. А на этой штуке раз, все раскидали, все сделали. Картина маслом. Тут водичка вон прибавилась. Давай тогда в первую очередь сейчас будем снимать с натяжителя. Так, Димон разбирает гусеницу уже во втором месте, чтобы нам освободить этот отрезочек, снять его с натяжителя. Ура! Сколько одна такая? 15 килограмм. 15 килограмм. 30, 60, 90, 105 килограмм. Всего вот такой маленький отрезочек. Надо аккуратно. И еще же надо обратно положить будет как-то. Как-то положим. Идея у нас на данный момент следующая. Разобраться с самой главной нашей проблемой. Поддеть гусеницу под звездочку, под катки. Вот, сейчас чуть подвыкопывали. Создаем площадь опоры для домкрата. Да, нам повезло, здесь глина снизу твердая. 6-тонный домкратик и 7-тонный трактор. Ну, в принципе, мы... О! Игорь, он уже пошел. Больше разговоров было, да? Ты его поднимаешь вообще без проблем, без всяких. Так, наверное, да? Не, ее надо будет на 2,5 разобрать, это нереально. Берем, да, и поставим. Тут пока без вариантов. О, Вот так вот с вариантами. давай отсюда начнем. Сейчас пробуем, разобрав на две половинки вот этот кусочек, который мы сняли, накинуть его сверху, заводить трактор и пытаться вот таким движением подтянуть ее. Ну вот и все. Готов палец. Ура! Следующий шаг. Подключить два аккумулятора, 100% заряженных, в надежде, что этого будет достаточно. Конечно, блин, счастье, что он завелся. Так долго крутили, капец просто. Да, с нашими вчерашними двумя оборотами это Очень вообще... странно, да. Ну, два кума дело свое сделали. Ну, вообще четко. Посередине цепляется.
Пробуем назад. Один каток встал, второй не хочет. О, хочет. О, отлично. О, шикарно. Остались вот эти. Вот, сейчас ставим. Вот это. Вот, встал. Второй остался. Нет, вот тут остался. Вот наше место силы. Мы из него уехали сами. Если два рычага отпущены, едет шикарно. Вот на поворотах можно подсесть. Ну что, мы выезжаем на болото, размешанное на ночь. Сейчас самое интересное будет. Это было нормально. Неплохая тут ловушка. Баунти Холл, да, неплохая. Ну смотри, выкарабкался. Сергей работает как блокировщик специала. Гребет все равно. Да. Или не гребет. Чуть-чуть ему не это. Ну, хорошее место, качественное. Подправить. Ну да. Видишь, он как блокировка. Ага. Я помню, ты на Ниве тоже такое что-то когда-то вытворял. Тормозами или ручником. Так что-то не вытворялось. Ну слушай, хорошее место. Это вообще, тут если вот это, наверное, лидер по проходимости в наших обзорах. И ему сложно. Только чуть газ отпускает, сразу ехать. Ага. Так. Ты вот здесь ехал в прошлый раз. Вот так и едет, наверное. Красиво идет. И мы на твердую землю выйдем. Как-то очень просто все это. Как? Всего 2 дня, всего лишь как бы вездеход специально приглашенный. Относительно спокойно, потому что двери открыты. Ага. Я в некоторые Ты моменты готов был уже, да? Как заяц, готов был складно. Же там было погружение, это нормально в один момент. Все, выдвигаемся назад, лебедку смотали. Сейчас задача развернуться.
Надо попробовать было помесить. Блин, он едет. Едет. Сейчас самое главное, что опять карданы не выскочили. Мост мы там как-то подвязали. Но вроде получше. Да, значительно лучше здесь. Значительно. Просто ковер. Просто ковер. Небольшие совсем потери мы понесли, зелок понес относительно той ситуации, в которой мы оказались. Все как-то разрулили, расшурудили. Спасибо, Сергей приехал на пионерчике, показал класс, нас довез несколько раз туда-обратно. В общем, что хочу сказать, болото изнасиловано. 3-4 проезда еще вот на такой технике, все. Мы думали на самом деле, что все наступило еще вчера и не надеялись увидеть зелка и ДТХу, особенно ДТХу. Мы уже, ну как-то вот она нам... А она взяла и вернулась. Придется что-то думать. Отдельное спасибо нашим комментаторам. Советы дельные, вопросов нет. Все четко сработали. Сергею тоже отдельное спасибо за вездеход и за компанию. Было круто. Мы выбрались, вам назло. Вот, увидимся в следующем видосе тоже вам назло. Все, всем пока.